Что ж, мы пережили этот месяц, этот год, да. Я опять пью мате. Добавила тут немножечко ажугр, пудры. Вливаюсь в местную культуру. Все. Que paso, пацаны? Давайте поговорим о том, что произошло в этом месяце и что я узнала. А узнала я то, что здесь есть русский салат. Вот он. Так он представлен в Кото и также в заведениях. Но он абсолютно вообще неправильно готовится здесь. Я бы назвала это не руса энсалата, а это побре энсалата. Это побре. Это очень... Это... Рико, это побре. Почему? Потому что там буквально картошка, морковка, майонез. Горошек, если повезет. Все. То есть, да, дешевле не придумаешь, я все понимаю, но, да, оливье, он немножечко другой. У нас это, кстати, блюдо, которое мы готовим именно на Новый год. Это новогоднее блюдо. По всей стране мы это делаем. Поэтому я сегодня научу его готовить вас правильно, если вы хотите вообще попробовать этот салат так, как он должен быть в оригинале. Вот, поэтому сегодня расскажу про это. И также покажу рестораны, разные места и какие-то лайфхаки также. Вот, все, оставайтесь. Желаю приятного просмотра. Также я сделала новую рубрику «Спроси у аргентинца». Вы можете оставлять комменты, которые вас вообще интересуют, спрашивать разные вещи, и вам из первых уст ответит аргентинец, профессор Ника, коренной, да, аргентинец, который расскажет вообще, как у них заведено, да, из первых уст, а не, да, через уста в уста, вот это вот нет. То есть от первого лица все расскажет, как здесь на самом деле. Все. Так, ну что, кипас, у меня сегодня будет стрим, видимо. Вот это, собственно, салат, который называется здесь оливье. Ну, или руса-салата, руса-эн-салата. Я вижу тут только картошку и морковку. Ну, то есть это реально побре-салат. Я считаю, очень бедненько. Ну, типа, картошка стоит 1000, наверное, здесь, песо. Моркошка 1000 песо. И что? Это, да? Это верх кулинарного искусства? Нет. То есть это вообще все не то. Это не так работает. Вот, сегодня, короче, расскажу, как это делать. Да, буду нарезать сейчас овощи, разные вот эти ингредиенты. Важный момент, они должны быть все одинакового размера. Если они будут разного размера, то вкус будет, ну, не гармоничный, он будет выделяться какой-то из вкусов. Так быть не должно. Картошка должна быть тоже небольшая, не маленькая, среднего размера, чтобы и, ну, не превращалась она, да, в какую-то жижу, но и не как бы кусками, как будто, да, для скота. Ну, то есть, понимаете, средний размер. Вот, так, значит, надо все, во-первых, предварительно отварить. Далее надо все нарезать. Обязательно надо добавить соль, добавить майонез. Вот, обязательно что еще? То есть, в принципе, салат вообще не замысловатый, то есть, ну, просто надо все отварить и все нарезать. Все. Секрет успеха, просто там больше ингредиентов, больше 2. Да, там еще должны быть яйца, там еще должно быть зеленый горошек, там еще должен быть огурчик, там, ну, картошка, морковка, да, я выше это говорила. Там в оригинальном рецепте, который я делала в России, это рецепт был с докторской колбасой. Здесь я даже не пробовала ее искать. Что-то похожее наверняка есть, но я, ну, если честно, пробовать пока не готова искать конкретно тот вкус, поэтому часто делают оливье-салат в России, в том числе с куриной грудкой. И, собственно, я сделала ее с куриной грудкой, поэтому, да, это, ну, хорошая замена, потому что это салат, ну, с мясом, с каким-то хотя бы должен быть, а не просто вегетариано, да. Нет, это не веганский салат, там должно быть мясо. Да, захотелось уже поесть. Так, ну что, собственно, в принципе, все нарезать, разложить, майонез. Иногда есть еще рецепт, он называется, сейчас я скажу, он называется, это советский, там 50 на 50 смешивается сметана и майонез. Сметана здесь это типа как вот крем, то есть это молоко, но которое загустело, типа, я не знаю, как объяснить, что такое сметана. Здесь нет в магазине сметаны. Ну, в общем, можно просто майонез, ладно. Советский, все, не надо советский. Так,
Собственно, все. В принципе, это весь рецепт, да. Мы его готовим обычно 31 декабря и ночью кушаем. Поэтому, да, есть время попробовать, потестировать и вообще покорить, да, всех своим вот этим рецептом. Вот так. Ну что ж, всем привет! Сегодня мы идем отведать блюдо перуанской кухни. Впервые мы идем вообще в ресторан перуанской кухни. Говорят, что это очень вкусно, очень классно. Там 27 тысяч отзывов на Google картах. Это, по-моему, максимум, который я видела вообще по отзывам. У нас большие ожидания. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, мы здесь. Собственно, обычно здесь большая очередь на вход. Нам повезло, мы практически не стояли и сразу зашли в ресторан. Очень много людей, я бы сказала, даже очень-очень много людей, все столики практически заняты. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам хватило места, лучше приходить заранее, либо в не очень пиковые часы. Нам принесли, собственно, 2 порции. Я заказала себе блюдо из морепродуктов и с креветками, а муж заказал себе мясо. Порции просто огромные. Если честно, мы не осилили и забрали, да. Так, нам принесли вторая. Ну, короче, размер тоже огромный и рис. Так, и последнее место, про которое я хотела рассказать, это бар Uptown. Оно выглядит очень колоритно и очень привлекательно. Я давно хотела его посетить. Собственно, вход выглядит как подземка и вход в метро. Там есть турникеты, да, то есть ты заходишь, есть реальный вагон, и после него открывается вход в бар. Бар выполнен в таком, не знаю, лондонском стиле, или такой как паб, очень красивый, в нем 2 этажа. Мы были на первом и заглядывали на второй, что там. Собственно, большой выбор коктейлей вкусных, приемлемые цены, потому что такие же цены, в принципе, почти во всех барах, где мы были. Интересные коктейли. И самое интересное и прикольное, что нам очень понравилось, это мы были с подругой, она очень любит Bloody Mary, кровавую Мэри. И этого коктейля не было в меню. Бармен смог нам его сделать по своему рецепту, то есть он это умеет делать, и то, что его нет в меню, это не причина для того, чтобы не сделать этот коктейль. Поэтому он нам его сделал, он был очень вкусный, как сказала моя подруга, это лучшая кровавая Мэри в ее жизни. Вот, я не такая любительница кровавой Мэри, но мне было при этом очень вкусно. Поэтому всем рекомендую посетить. Там, во-первых, очень красиво, прикольно. Во-вторых, вкусные коктейли. И даже если чего-то нет в меню, вы можете смело спросить и заказать то, что вы любите. Поэтому однозначно highly recommend для того, чтобы посетить. Также я обещала ввести рубрику «Спроси у аргентинца», поэтому сегодня на 2 вопроса ответит профессор Нико на 2 вопроса, которые задавали в прошлых постах. Поэтому да, смотрим. Первый вопрос был про времена года, так как здесь другое полушарие и времена года как бы перевернуты. У нас сейчас лето, да, в России сейчас зима. Поэтому был вопрос про то, аргентинцы думают, что сейчас зима и просто теплая погода, или они думают, что сейчас лето. Отвечает Нико. En la República Argentina estamos en el hemisferio sur del planeta, entonces aquí el invierno comienza el 21 de junio hasta el 21 de septiembre justamente. Después la temporada de verano comienza el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. En la República Argentina las temperaturas son muy variadas. Tenemos una amplitud térmica, así se llama, muy variada, de norte a sur y de este a oeste, porque la República Argentina es un país con una extensión más vertical que horizontal. Entonces permite que las personas que vivimos acá o que visitan el país disfruten de mucha variedad de temperaturas a lo largo del año. Entonces, cuando hace frío, el frío es muy diferente
en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro del país. Lo mismo pasa con el verano. La temperatura alta no es igual en el norte, en el sur, en el este, en el oeste o en el centro del país. Esto hace que Argentina sea a veces como una caja de sorpresas para muchas personas, porque piensan que viajando en una semana de un punto a otro punto del país van a disfrutar prácticamente la misma temperatura, pero no. Hay mucha diferencia de temperatura, entonces recuerden que si visitan Argentina tienen que tener en su valija, en su maleta, una gran cantidad de ropa muy diferente para las diferentes latitudes del país. Muchas gracias, Ника. De nada. И второй вопрос был про то, что важно, нужно посетить в Аргентине тем, кто приехал сюда туристом, что важно посетить одним из первых мест. Yo recomiendo absolutamente todos los lugares de Argentina. Argentina tiene en total 24 provincias. Esto significa que son 24 países en uno. Son territorios, lugares muy grandes. Entonces tienen mucha variedad de geografías y de espacios naturales, de paisajes naturales para conocer. Entonces recomiendo poder visitar lugares muy famosos en el norte del país, lugares que también son muy reconocidos en el mundo, que están en la zona sur, en la Patagonia, y obviamente conocer lugares muy interesantes en la región del este del país y asimismo en algunos destinos del oeste del país, porque es parte justamente de la naturaleza de este país tener tantos lugares atractivos para visitar. En el norte del país tenemos sobre todo muchas provincias muy ricas en bosques, en selvas, en ríos. En la zona de la cordillera tienen muchos paisajes y muchas provincias tienen paisajes preciosos porque se pueden encontrar un montón de viñedos que son muy famosos en el planeta, y en la zona sur, en la Patagonia, por supuesto, hay un montón de glaciares y de paisajes muy al sur del mundo que son realmente encantadores. Después, en la región más al este y al centro del país, hay un montón de paisajes muy bellos que están relacionados con selvas y con regiones de ríos, y en la parte central tenemos una gran cantidad de zonas, de regiones con sierras y con cerros muy bellos, donde uno puede vivir experiencias magníficas en mitad de la naturaleza. Что ж, на сегодня это все. Буду признательна за ваши лайки, подписки и активность. Это мне очень помогает развивать мой канал. Также, если у вас есть какие-то вопросы, рубрика «Спроси аргентинца» будет теперь у нас каждый выпуск, поэтому можете оставлять свои комментарии, и я спрошу аргентинца из первых уст, что они обо всем этом думают, да? Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Всех целую, всем пока.